Мог ли кто-нибудь предсказать такой неожиданный поворот событий? Мировое К-поп-сообщество было шокировано, когда сообщения подтвердили, что Ким Тэхён или Ви из BTS официально подписал новый контракт. Однако среди эйфории празднования один важный вопрос прозвучал громче, чем когда-либо: что с Чингуком? Почему Макне, столь любимый миллионами, решил хранить молчание в решающий момент, который мог навсегда определить будущее BTS? Это шокирующее событие больше, чем просто контракт. Оно касается лояльности, планов на будущее, скрытых противоречий и неопределенного пути одной из самых популярных групп в истории музыки. Поклонники теперь захвачены вихрем домыслов. Знает ли Тэхён что-то, чего Чингук не раскрыл? Или молчание Чингука – это продуманная стратегия, знак того, что их ждет нечто большее? На протяжении многих лет BTS были не просто музыкальной группой, они были символом единства, стойкости и надежды для армий по всему миру. Каждый шаг, каждое слово, каждое решение участников группы имеет невероятный вес. Вот почему неожиданный шаг Тэхёна подписать новый контракт – это не просто деловой вопрос, это был сигнал, намек на то, что назревает что-то более глубокое. Однако молчание Чингука создало брешь, пустоту, наполненную неуверенностью, даже страхом. Почему он не высказался? Почему он не сделал тот же шаг? Означает ли это, что Чингук не уверен в своем будущем с BTS, или он на самом деле ведет за кулисами переговоры о чем-то большем? Его молчание было оглушительным. А для ARMY молчание часто говорит громче тысячи слов. Каждый раз, когда участник принимает решение, фанаты всегда пытаются понять его смысл, но на этот раз молчание Чингука говорило громче всего остального. Хронология этой новости также интересна. Тэхён, только что завершивший военную службу, внезапно появился на публике с неожиданным поступком. Подписание контракта так быстро, это действие показывает безотлагательность, но срочность для чего? Некоторые инсайдеры индустрии предположили, что это решение было принято для обеспечения стабильности, чтобы заверить как агентство, так и фанатов, что BTS не распадутся. Однако ходили также слухи, что это сигнализировало об изменении расстановки сил, намекая на то, что, возможно, не все участники разделяют одинаковое видение будущего. И здесь кроется самая глубокая эмоциональная глубина, роль Чингука в этой истории. Он всегда был золотым магнитом, Макне, на которого возлагаются ожидания миллионов. С самого начала он часто говорил, что BTS – его дом, его семья. Он даже однажды упомянул, что не представляет жизни без группы. Так почему же сейчас, когда на кону такое важное решение, он предпочитает хранить молчание? Это признак колебаний, или же суровая правда, которую армия не готова услышать. Шок среди фанатов был беспрецедентным. Социальные сети взорвались сразу после новости о подтверждении контракта Тэхёна. Вопрос «Где Чингук?» стал популярной темой. Он неоднократно появлялся в Твиттере, ТикТок и на международных форумах. Некоторые фанаты были рады, что хотя бы один участник обеспечил будущее группы. Другие были убиты горем из-за того, что Чингук, возможно, сдерживался по неизвестным причинам. Эмоциональное бремя было невыносимым. ARMY – это больше, чем просто фанаты. Они – семья, эмоционально связанная с каждой главой истории BTS. Этот дисбаланс, один участник выходит вперед, а остальные молчат, создал напряженную обстановку, которую никто не ожидал. Было ли это началом внутреннего конфликта? Или частью более масштабной стратегии, ведущей к важному объявлению? Эксперты индустрии задавались вопросом, почему Тэхён решил подписать контракт именно сейчас, когда группа все еще проходила обязательную военную службу? Некоторые считали это тактическим ходом, чтобы сохранить будущее BTS, связанным с агентством в это непростое время. Другие видели в этом знак преданности, обещание ARMY остаться. Однако даже на фоне празднования оставалась одна суровая правда. Пока Чингук не заговорил, будущее BTS оставалось неопределенным. Тем не менее, нельзя не отметить рост Чингука в последние годы, как в составе BTS, так и как сольного исполнителя. Его сольная карьера стремительно развивалась, он возглавил мировые чарты и доказал, что может быть самостоятельным артистом. Влияет ли эта независимость на его решение? Размышляет ли он о том, как сбалансировать BTS и свой сольный путь? Или его молчание может быть способом договориться о лучших условиях, чтобы он мог свободно преследовать свои глобальные амбиции, не покидая группу? Для фанатов это не просто вопрос контракта, это эмоциональная борьба, и с каждым днем без голоса Чингука множатся домыслы, некоторые даже опасаются худшего, что Чингук может задуматься о другом пути.
Возможно ли это? И если да, то что это значит для ARMY, для BTS, для истории, которую они создали вместе? Близость Чингука и Тэхёна также добавляет еще один эмоциональный слой в эту историю. Их отношения часто называют одними из самых крепких в BTS. Так почему же Тэхён движется вперед, а Чингук молчит? Есть ли между ними скрытое взаимопонимание? Или решение Чингука на самом деле связано со смелым поступком Тэхёна? Теперь фанатам остается лишь собирать воедино кусочки истории, искать ответы. На самом деле, этот момент знаменует собой поворотный момент в истории BTS. Весь мир ждет ответов Чингука. Последует ли он примеру Тэхёна и подпишет контракт? Или удивит мир другим путем? Или предпочтет молчать, оставив фанатов ждать бесконечно? Пока что одно неоспоримо – Тэхён твердо шагнул в будущее. Но молчание Чингука – самый громкий голос в комнате. И пока он не заговорит, армии будут затаивать дыхание, повторяя один и тот же вопрос снова и снова – а как же Чингук? Однако среди бури эмоций, бесконечных домыслов и сенсационных заголовков в СМИ важно вернуться к правде. История о том, как Тэхён подписал новый контракт, а Чингук хранит молчание, действительно привлекла внимание всего мира. Но реальность может быть иной. Радость, страх и слезы, переполняющие ленту ARMY, во многом основаны на неопределенности. И эта неопределенность усугубляется недопониманием. Во-первых, давайте проясним, официального подтверждения нового контракта Тэхёна публично не было, сообщения, циркулирующие в социальных сетях, не подкреплены прямыми заявлениями Big Hit Music, HYBE или самого Тэхёна. То, что публика видела до сих пор, это лишь спекулятивные заявления, обрывки информации из малоизвестных инсайдерских источников и эмоциональные интерпретации фанатов. Без проверенной информации мы не можем сделать вывод о том, что Тэхён подписал контракт. Во-вторых, молчание Чингука не следует воспринимать как колебание, бунт или отторжение. Сейчас он проходит обязательную военную службу. Время, когда официальные заявления редки, а личная свобода ограничена. Молчание – это не признак сопротивления, молчание – это просто отражение ситуации. Однако в мире медиа, жаждущим кликов, молчание часто превращается в скандал. В этом и заключается опасность. Когда фанатов кормят смесью домыслов и эмоциональных историй, грань между фактом и вымыслом становится размытой. Вопрос «а как же Чингук?» часто используется скорее для того, чтобы напугать, чем для того, чтобы возбудить любопытство. На самом деле, BTS как группа всегда осторожна в своих словах, всегда преподносят вещи тактично и всегда стремятся казаться едиными. Они знают, насколько хрупкой может быть их связь с ARMY, когда слухи распространяются бесконтрольно. Годами они заверяли фанатов: BTS – это навсегда. Они говорили это в интервью, на концертах, в личных письмах. Верить в то, что один единственный слух может разрушить это наследие, значит недооценивать их преданность и искренность. История показывает, подобные слухи всплывали бесчисленное количество раз, когда участники были заняты сольными проектами, когда ходили слухи о распаде, когда группа объявляла перерыв, чтобы сосредоточиться на индивидуальной деятельности, распространялась паника, но BTS раз за разом доказывали, их связь нерушима. Итак, почему же подобные слухи всегда так легко привлекают внимание? Ответ прост, потому что любовь армии к BTS так глубока. Фанаты не просто пассивные слушатели, они – семья, они связаны с каждой главой этого пути, любая возможность неопределенного будущего немедленно вызывает страх, СМИ и аккаунты в социальных сетях знают это и пользуются этим. Заголовки создаются не для того, чтобы информировать, а для того, чтобы собрать клики сенсационностью и эмоциями. Поэтому важно отделять правду от вымысла. История о том, что Тэхён подписал новый контракт, пока Чингук молчит, просто преувеличение, не имеющее под собой никакой официальной основы. Она процветает на страхе, напряжении и любви фанатов к группе.